Привет, продолжаем Stranding. Предыдущий стрим был, конечно, просто доставка заказов. Надеюсь, сегодня хоть по сюжету немного начнется уже. Так, куда мне идти? Пункт назначения. Сюда, говорит, рогатку. Ну да. Нифига там воронка. Нормальный там ураган. Прям туда нам, да, надо? Значит, сейчас опять куда-нибудь улетим. И будем опять по стрелюшке делать. Снова ни хрена не видно. Куда ж ты забрался-то? Угу. Надо было, наверное, через эту сторону идти. Я в какое-то дерьмо иду. Ну, что поделать. Вот показался как камень. Так. Срезаем углы. Срезал углы. Теперь идем вниз. Да, горы тут не маленькие, конечно. Станешь обходить. Так, надо попить. Специями бы отдохнуть. Я так понимаю, то, что вот все, половина у меня. Это из-за того, что надо отдыхать в убежище. Чтобы целое опять было. Ну, извините. Такие миссии были. Некогда было отдыхать. Сейчас еще главное бы черненьких тут не было. Этих смолевых, смоловых. О! Добрались. Что-то мне подсказывает, я сейчас прям перед порогом меня как засосет туда. Вот туда. Нормально. Нам сейчас отдадут ББ. Ну, по крайней мере, должны отдать. Началось.
Миссия выполнена. Нифига там навалили. Носильщик-мастер. А, великий носильщик. Нормально. Транспортник. Нифига уровни апнул сразу. Приз получен. ББ мост между мирами. Мы сегодня пободрее.
Sam! Dead man. Oh, thank God I got through. Where are you? No idea. I'm seeing tanks and soldiers. The uniforms date back over a century. World War II era, I suspect. Did you see the man leading the soldiers? No. I think it's the guy you told us about. The born and bred warrior asshole who's gunning for BB. He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. And without BB, he'll be hard to find. Lucky for you, I've got BB here in tip-top shape, just waiting for you. Where should we meet? Is there anything unusual or distinct near you? I'm in the sewers. Hang on. I can see a tower through a hole. A square tower, right above my position. Gotcha. I'll find it and search for a sewer entrance. Can you sit tight for now? Gladly. I won't move an inch. Yeah, well, if I'm slow, you might have to. What? That warrior asshole. He wasn't after me. He was after BB. Fuck me. Right. If he's looking for anyone, it's you. Oh no. Hurry the hell up, Sam. Keep it together. I'm on my way. And don't hook up BB either. You'll lead him straight to you. Oh boy. Not that you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect, now. Already done. Don't let him take BB. How? If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? If I have to choose between BB and myself, well... You won't. I'm ending the call. Sam, it's not easy being me. No wife, no children, no friends. And so I sought solace, sought company in the dead. Over time, I made them a part of me. 70% of who I am today. But meeting you has opened my eyes. You're very special, Sam. Да, ничего не скажешь. Вот эти катсцены вообще топчик. Это кайф прям полный. Так, теперь у нас Вторая мировая. Я-то сразу и подумал. Это что у нас? Бронепластины. Погодите, погодите, погодите. Дайте мне нацепить мои брони. Переносятся на спине. Прикрепить к костюму. Прикрепить к костюму. Гранаты. Контур. Силовые перчатки, ботинки. Пока у меня больше ничего нет. Прикольно. С голой жопой бегаем. Ладно, погнали. Эй, пулеметчик, поосторожней там. Ремонтный спрей, пакет с кровью. Пакет с кровью точно берем. Ремонтный спрей нахрен. Так, киты валяются. Оп, танк, прикрой меня. Куда мне? Наверное, тут. Давай, ползи. Нет, не сюда. Кто же знал-то? Так, ладно, окей. Мы вернулись. Попытка номер 2. Подождите. Прикрепить на эту. На эту. Подтвердить. Так, пакет с кровью. Стоять. Так, танк пропускаем. Call of Duty тут началась. Оп, оп, зигзагами. Не понял. Точка моя, куда идти-то? Так, пакет с кровью.
Тут, наверное... А, вот, спуститься надо. В канализацию. Да. Дымовая граната неинтересна. Значит, туда идем. Так, давай-ка мы тут на карачках не будем ползать. Бабам! Прилетело. Крыски бегают. Режим компаса. Типа так удобней. Нахрена так неудобно. Так, дайте мне оружие. Если я встречу солдатиков, это будет грустно. Спускаемся. О, ББ слышу. Набери пакет. По-любому нам сюда. Да. Over here. Lou. The little one should be working again. Let me see. Oh, well then. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. So, do you still share memories? I see. Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down. That should get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name. Вот наша лестница. Да, хватайся. Встретиться. Так, это мы сделали. Еще пакет с кровью. Это мы набираем. Он сам идет.
Я так понимаю, вояки теперь посерьезнее будут. Так, а что там? Смените боеприпасов. Стандартные патроны. Так, этой кровью, да, стреляют? Тварей. Не, давай-ка мы вот этими. I was born to fight. Light him up. Phoebe! Done here. Эй, кровью моей стреляем уже. Задействовать. Оружие дайте. Нет оружия. Бедный кит. Бедный китенок. Биби. Мазафака. Пакет с кровью. Это мы берем. Раз мы стреляем такими патронами, этого нам надо куча. Дробовик. Берем. Так, нам куда-то туда. Прямо. Опа, вижу цель. О, патронов нет. Лу. А чё ты? Убрать. Задействовать. Так, нам куда-то сюда. Биби! Ну-ка, не бибикай мне тут, блядь. Стоять, ты куда там? Ой, извините. Так, ладно. В тот раз было 4 раза с ним надо было. 4 раза его так. Нужно подкрепление. Бронепластина. Ну-ка. Жопу пусть защищает. Штурмовая винтовка пусто. Выкинуть. Выгрузить. Все она бесполезна. Хотя она ж кровью может стрелять. Не, назад. Куда я выгрузил? Где она? Неси на спине, она же кровью может стрелять. Чё они? Патроны сменить.
Нет, все равно нету. Я же это, кровью заряженный. Ладно. Так, куда нам? Куда-то туда. Бебе, где ты? Где ты, бебе? Только дай знать. Так, мне опять в этом здании туса. Оружие к боли. Где вы? Воу-воу. Кто со спины-то заходит? Полетел скелетон. Слышу справа. Не вижу справа. Сверху. Да ты-то там. Бронепластина. Бронепластина это, конечно, хорошо, а дымовая граната. Угу. Оружие дадут? У меня как бы все. У меня как бы все по оружию. Пакет с кровью, это выкинуть. Бронепластина, прикрепить к костюму. Дробовик пусто, пушка пусто. Гранатами кидать. Так, ББ показывает в ту сторону. Так, спускаемся. Штурмовая винтовка. Это мы берем, это мы берем. Вон они стоят. Граната. Здорово. Вот это мне и нужен. Все? По окопам в первый раз 100 было как-то по это. This is all my fault. I should never have put you in that prison.
Приз получен, ББ. Зачата выплеск пустоты 1, пустоты 2, пустоты 3. Ничего это не дает. Биби. Можно до конца стрима. Будем смотреть кино. Поиграли немного Call of Duty и хватит. Lou, how's little Lou doing? No response. Well, look at that. That child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him. Because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs,
They replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No car. A dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have no such connections. No mother. No afterlife. No beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it. Because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our database. Found a match. He was US Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. Значит, у Сэмми была жена беременная. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. Мультивселенная берегов. Пипец игрушек. Опа. Что там за два человечка? Эй!
Не дает. Но там кто-то на каталке был. Так, ББ нас не узнает. Так, надо еще поднять до конца. Три баночки надо. И надо на рюкзак одеть этот брелок, там новый подогнали. Давай третью. Сейчас разольет. Угу. Накидался, держи себя в руках. Так, рюкзак. Рюкзак. Изменить рюкзак. Вертушка. Эй, мне же... две. Которая обожает ББ, она... Уровень стресса. Модули. Узел. Аксессуар с изображением двух соединенных звезд. Говорят, что он укрепляет связь между курьерами. Прикрепив его на рюкзак, вы будете получать больше лайков. Фу! Спасибо, неинтересно. Мы тут не Инстаграм ведем. Запрещенный. Can I help you? Holy shit. John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. I don't want to repeat of last year. О, это наш этот в маске, который ходит. I'm so sorry. I didn't know you were coming. Скоро все всплывет. Скоро все всплывет и нам все покажут. Типон. О, я впервые налегке. У меня все позабирали. Вот он был. Beyond it is Edgenut City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you use the Cupid to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal.
Трупка, трупа, лаборатория Хартмана. А чё только дробовик? Ну, это новое. Так, что у нас? Что у нас? Нам нужны пакеты. Штуки 2. Ремонтный не нужен. Лестница. Одну возьмем, эту одну возьмем. Это у меня нет материалов. Что по ботинкам? Ничего не понятно. Ладно, этого пропустим. Пушки пока тоже пропустим. Это мне не надо. Так. Ага, я целый. Мне оружие не взять будет, да? А нет, что-то могу повесить еще на руку. Так, у меня нет костюма. У меня никаких костюмных штанов нет. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millingan's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Быстро он ее упаковал. Так, использовать терминал. Погодите, мне надо сначала свое проверить. Ботинки, в принципе, нормально еще. Ботинки нормально. Сколько топать? Где ты? Это не ты. 500 метров. Так, ботинки мне хватит. И он в горах. Личное хранилище. Тут есть что-то? А, вот, есть. Все, мне делать не надо. Мы же в горы пойдем. Урон, поврежденный контейнер. Снаряжение 2. Да, мы в горы пойдем, так что... Это что, все? Нам вот осталось сюда только? Все, конец игры? Или нет? Или нас обманывают? Тут еще долго, да? Ну, погнали к новенькому. Так. Да, ты прям... Ты прям где-то там.
Новый маршрут у нас. Так, держись за лямки. Химикаты. Это какой 4-й раз, когда мы переносим человечка? Тело человечка. Так, и как тут мне пройти бы по-хорошему? Там вон рогатка стоит. Блин, жалко. А у меня есть? У меня есть рогатка? А у меня нет рогатки. Я же пустой. Чё ты хочешь? Ой, он тут 1000. Чё ты потерпишь-то? Не стесняйся. Ща мы тут под камень. Ну что? Что такого? Ты ж целый. Тебя разорвет. Никто тебя не видит. Будешь тут? Ну ё-моё. Так, это что-то лестница. Такая, конечно. Никуда не ведущая. Лестницу. У меня нету места. Ну, что ты на месте буксуешь? Тут будешь? Это не оно. Ты из-за груза стесняешься? Так. Не говорите мне, что тут нет прохода. Сколько до тебя? 300 метров. Ну вот, видишь. Так я тебе... Ой, блядь. Хочет ссать и не сыт. Вот будет... Я что, обоссался? Ой, сложно. У него что-то начинает убавляться. Не дрыгайся, я не вижу, сколько мне идти. Конечно. А у нас ББ-то? ББ с нами. Тогда нормас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Я тут не пройду.
Dying here would be a bad idea. Терпи, терпи, терпи. Так, тут главное не навернуться, да? И там главное, чтобы был проход. Теперь мне надо забраться, да? Did I just piss myself? What the fuck is wrong with you, Sam? Сам, говорит, обоссался, а потом такой, ты что, долбанулся, не время ссать. На своих прикольчиках двигается. Так, лестница уже пригодилась, это хорошо. Не зря делал. Сейчас, небось, и веревка понадобится, чтобы спуститься. А, все, пришли. Я ему прямо сейчас как на хату-то запрыгну. Как тут продумано. Прям уже знали, что надо лестницу поставить, что тут все так ходят. Ну или многие. Нормально он тут живет. Все в каких-то бункерах подземных. А тут у нас пентхаусер. Ну давай. Так, что сейчас? Кино опять смотреть. Да там идеально все. Что с трупиксом может случиться? Живее уже не станет. Миллион раз надо. Миллион раз протыкать надо это все. Ой, как приятно, сердечко открыли. Грелка. Please proceed into the facility with the cadaver. Good work. А, самому донести. Ну, пойдем. Черепочки. Камни. Please proceed into the facility with the cadaver. Камни, камни. Че, все, тут ничего нету.
Открыть дверь. Ха. Ту-ту-ту-ту-ту. Через 25 секунд он встанет и напугает Сэмми. Десять, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Скример. Эпизод 8. Хартман. Дедмен Хартман. Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartwent's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real, and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. All so you could say goodbye? Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh.
A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing we were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize, and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War-era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. Сидим, ждем его. Сегодня видел трейлер Stranding 2.
Там все эти персонажи будут снова. Хикс там будет. Лу уже будет полноценным ребенком. Дедмана не видел. Мама вроде будет. Так, прикольненько там все замудрено. И что мне делать-то? Просто сидеть? Опа. Лайки так тыкает мне там. Так, все, сейчас проснется, будем дальше слушать. Все, я все. О. Все успел посмотреть. Просыпайся. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime. Nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident, too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me.
and then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the 2 void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though. Even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a prepper-owned station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning. One that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know,
but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the Knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Armory. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Диджей Сэмми. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Да, как и просил, стрим четкий. Смотрим кино. Так. Сейчас возьму заказ и отойду. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. That's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edge Knot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Так, сейчас подойду. Выполнение заказов. Так, что нам надо? Геолог. А он там что-то говорил, что... А там же... Да, так надо. А роботам можно отправить? А... Только хрень всякая. Пофиг, пусть топает. Навернется, не донесет опять. Даже один чемодан не донесет нормально.
Топай, топай. Чё мы... Противоядие. Ну, погнали. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. Там этот проснулся. О. Stratum, the team was investigating, dates from the end of the Cretaceous period. The time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. Да пофиг мне. Так. Делаем лестницу. Крюк. Ботинки вроде там нормально еще. Да, наверное, хватит. Оружие не буду. Санки не буду. Хотя санки бы погонять не мешало, но тут вроде рядом. Так что не будем тратить ресурсы. Погрузить, 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 погрузить. А чё мне столько много-то? Нифига меня нагрузили этими противоядиями. Ботинки нормально. Погнали. Погнали. Сколько для вас? 650, нормально. Что это? А чё? Что за якорный крюк? Еще один? Лестница. Якорный крюк у меня есть. Кто тут оставил? Моё. Но место есть. Ладно, возьмем. Так. Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death and extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab? Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy. Так, ну у меня есть ББ, у меня есть
наручники, ножик, так что мне пофиг на этих тварей. Так, эта рогатка никуда не ведет, да? Эта рогатка никуда не ведет. А нет, смотри-ка. Нормально. Нормально. Это, конечно, лайк. Это держите за такой подгон. Так, надо по топливо слить. Давай, пошло. Пошло дело-то. Прям туда, все со скалы. Сколько мы будем? 5 минут стоять тут, пока этот конь просытся. Как долго? Можно побыстрее? Поднатужься там. Главное против ветра не сать. Где-то внизу вырастут грибочки. О, все, найс. Сделали дело, гуляй смело. Все починилось. Ну-ка, попей энергетика. Так, куда нам? Куда-то прямо. Прямо 300 метров. Так, он сказал, тут много этих смурфиков. Что это? Так, ну тут прям четкий подъем, надо идти вверх. ББ не проснулся, можно пока бежать. Это нам не по пути. Пока ББ спит, можно бежать на всех парах. Так, 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 так. Куда нам? Где-то тут. Ну как тут? Тут еще топать и топать. Прям по этому хребту надо и там спускаться. Ну как мне по нему топать-то? Попробуем тут обойти. Эй, куда? Погода испортилась. Не видно ни хрен. Так, обходим. Воу, воу, воу.
Воу. Тихо. У меня ремонтный спрей есть, я потом помажу. Новое ничего не видно. Походу надо брать веревку и спускаться тут. Но было же. Погнали. Чё, зря веревку использовал? Ладно, пофиг. Что-то мне подсказывает, я сейчас улечу. Тихо, нормально. Нормально. Жив, цел. Так, дошли. Отлично. А чё, у меня есть спрей? А у меня нет спрея. Ну все, тогда. Чуть-чуть ударили, но с кем не бывает. Delivering cargo. Sam Bridges. Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time. But then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you Doom sufferers see. That end of days stuff. I put the nightmares down to fatigue. The possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we got it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. Давай, подключайся. 2% это не серьезно. Копеечки. Да. Перспективный транспортник. Oh, yes. Right then. Покажи мне честь. Пилик. О, и что он, чем он лучше? Веревка длиннее. And just like that, I'm part of the UCA.
with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now. Assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient death stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. In the distant past, earthquakes cause frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotachylite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of Chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Мы попадем на берег динозавров. Вы серьезно? Мне надо Мы же подключились к сети, почему я не могу тут... они ж там это... Вы серьезно? Мне надо туда, чтобы потом... Чё это? Я столько прошел. А потом мне куда-то сюда топать. Вернитесь обратно. Ладно. Удачи. Где я тут шел-то? Это слева. Теперь вернись еще тут в этот ураган. Так, рогатка есть. Куда она ведет? Мне бы куда-нибудь вот туда. Есть у тебя в зацепе? Да, мне вот туда надо. Нету. Придется пешочком. Пешочком придется-то топать обратно. Погнали опять на этот Эверест. Главное там рогатку найти, которая меня так быстро довезла сюда.
Так, а где она? А, она еще далеко, я только на свой маршрут еще выхожу. О, мои следы, все. Идем по следам. Это стопудовый вариант. Так. Тихо, 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 тихо. Нам главное не улететь раньше времени. Так, нам сюда. Так, но ББ это не этот. Не активировался, так что пофиг. Так, идем по следам. Все нормально, все нормально. Так, это лаборатория Хартмана. Это мы тогда заберем. Нам все равно к нему идти. Где мои следы? Чтобы ни шага влево, ни шага вправо. Сейчас мы тут под грибочком полечимся. И долетим. Кайф. Все, погнали. Так, это мне не интересно. Нам туда. Не, вот этот лифт вообще четко сделан. Ботинки вообще живут нормально. Не то, что это что тут. Кто тут деловой припарковался? Доставочка утерянного. Delivering cargo. Delivery complete. Displaying. Синие очки. Круто. Которыми я вообще не пользуюсь. Так, дайте мне терминал. Мне следующий заказ. Доставка бомбы. Вот это мне не нравится. Listen up, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. Bridges' paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives, but in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Чё тут, кстати, улучшенный вариант якорного крюка отличается меньшими габаритами благодаря... Как почитать? Так, благодаря чему в стандартном контейнере помещается больше таких крюков, обладает
Повышенной прочностью и устойчивостью к дождям. Вбив такой крюк в землю и прикрепив к нему нить, вы сможете преодолевать крутые подъемы и спуски длиной до 30 метров. Вот это интересно. Так, крюк. Так, мне нужен спрей. 2, на всякий случай. И снова лестница. 1. Все, хватит еще, это бомба. Небось, бандура. Ну, опять такая же. I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. Погрузить, 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 распределить. Подтвердить. Окей, погнали. Order assigned. Keep on keeping up. Сколько до тебя? Километра. Вот это уже не интересно. И куда-то вниз надо будет. Так мне тут почти туда же топать. Вот этот, я так понимаю, с этим подключен. Или нет? Короче, тупо надо обратно бежать. Ладно. Weapons restrictions lifted. Ну, поехали. Жители гор. Угу. Наберете. Я в ту жопу больше не пойду. Так, где мои следы? Серьезно? Нет следов? А, нет, вот появились. Все нормально. Сейчас я быстренько его тут. Так, тварей тут нету. Вообще шикарно. Ну, может, там дальше, конечно, будут. Но тут пока можно вообще спокойно бегать. Не напрягаясь. Зачем тут лестница? Может, у него этих ботинок не было, как у меня, крутых. Так, следы мои тут. Нам туда. Я пойду пока поверху. Пойду пока тут, потому что там потом можно будет нормально спуститься. Плюс там есть этот тарзанка. Попробуем на ней доехать. Так, где мои следы?
Ну куда ты идешь-то? Я ж вывора... Ага. Сейчас только с бомбой прыгать. Так, вот там тарзанка, нам туда. Ну ни хрен не видно. Стоять. Потихоньку. Вот она. Ща бы прошел мимо. Так. Довезите меня вот туда. Далеко, да? Далеко. Не повезут меня туда. 500 метров осталось. О, спасибо. Куда лучше. Так хотя бы видно, куда топать. Так, тут нормальный спуск. Пока что. Тихо, ты так не тормози. Нормально. Не замигало. Парам-пам-пам. Куда нам? 300 метров. Так, тут есть веревка. Но это мы берем на халяву. А у меня и перчаток нету. Блять, надо было еще перчатки сделать, эти крутые, с которыми он быстрее по тросам этим ползает. Подстава. Жесткая подстава. Так, я так понимаю, тут фердиперсовая веревка или нет? Нет, она закончилась. И что, мне все? Я сейчас разобьюсь. Ну причем это 30 метров. Ой, ну давай. Стоим, стоим. Потихоньку. Потихоньку, пожалуйста. Потихоньку. Не делай глупостей. Мы несем бомбу. Надо потихоньку. Ну ты решил все собрать. Так, ладно. Прошло все нормально. Нам туда. Решили навалить музыки нам.
Ваша бимба доставлена. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. All weapons will remain locked until departure. Cargo. Delivering cargo. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Not that I need to tell you. You did it after all, though I can't for the life of me imagine how. Идеально доставлено. Сколько, покажите? 93% он нанес урона. Ой, кривожопый. Опытный. You can set up the chiral network while I work. Кислородная маска. Что-то новое. Граната уровня 2. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does a dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epical discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close. So very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Information.
Ого! А чё так далеко-то? 63 килограмма. An oxygen mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't. Новая граната. Улучшенный вариант Stranding. Количество крови позволяет точное поражение и силу длительность воздействия. Понятно. Это прикольно. Это мы одну сделаем. Надеть маску. Ого! Ха. Космонавт. А у меня что, их две? Ладно. У меня две маски. Ладно, пофиг. А все, мне даже распределять ничего не надо. Хоп, скафандр закрылся. Теперь я космонавт. 170 метров. Ну пойдем. Найдем. И закончим на сегодня. Значок газы. Мне вниз. Так, это не то. О. Тут еще свою мотопедку припарковал кто-то. Сколько? 5 ящиков надо взять. Так. Ну тут самое будет крутое, это поставить веревку. Я опять не сделал перчатки. Зато сделал, блядь, второй шлем. Так, мы сейчас в самый низ как спустимся. Потом как с самого низа поднимемся. Это мы берем. Это мы берем. Это мы берем. Это контур. Так, можно распределить груз. Но это было легко. Давай, сваливаем отсюда. Почему у меня жизнь убавляется? Нет, я там не понимаю. Или пока нормально, маска спасает. Не, веревка царская, 30 метров как раз. Оп, пополз. Это мы кидаем. Ну, тут, конечно, припарковал свой. Так, разобрать его. Он мне мешает залезть.
Вот такие задания вообще изи. А не то, что там через горы пробираться в ураган, где ничего не видно. Тут он сходил 3 метра, 5 чемоданчиков взял, все, кайф, вот уже принес. Делов на минуту. Я карник лестницу кто-то заныкал. Так, доставка. Delivering cargo. You found it. Let me see. I have to see it. Oh my. It really is immaculately preserved. Uncannily, even. Груз доставлен. Так. Оранжевый. Цвет рюкзака. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter, and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Ох вы жуки навозные. Какие вы жуки навозные. Доставка. Ой. Так, ну у меня вроде все есть. Ничего не буду делать. Перчатки надо сделать было. Ладно, пофиг. Ботинки-то живые, нормально, хватит. Ладно, на этом закончим. В следующей серии побежим, отнесем все и узнаем, что-нибудь там дальше интересного расскажут про все это. Так что с вас лайки, комментарии, подписки. Все, пока.